Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, сегодня наконец-то мы снимаем серию с Зилотахом. Очень давно хотелось прокатиться на нем, попробовать, как он разгоняется, насколько он способен вообще что-то показать по ускорению. Ну, я думаю, для многих это всегда будет и было интересно. Вот, так что сегодня попробуем, чуть-чуть там подделаем салон. Мы уже немножко его тоже подделали, там по маслу есть нюанс. Подтекает у нас клапанные крышки, но я опять-таки заказал прокладку клапанной крышки. Нужно будет поменять, потому что машина стоит, сами понимаете, все приходит в негодность. И это касается не только советских моторов или каких-то еще. Любая машина, когда стоит, она, к сожалению, приходит в негодность. Вылазят маленькие нюансы, это всегда так. Так что огромное всем спасибо за поддержку на Boosty. Если есть желание поддержать то, что мы делаем, друзья, то переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на Boosty, там выкладываю коротенькие видосики о том, что у нас происходит в гараже, а также там выходит и основной контент тоже. Приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, мы пробуем испытывать ЗИЛ. Первая монтажка в истории нашего гаража от пескоструйная и покрашенная краской. Такого еще не было. Она случайно торчала, и во время пескоструя газончика ее тоже отпескоструили. Первое, что мы хотим сделать, это навести порядок здесь внутри, а именно все пропылесосить. И хочу сюда вот сделать накладки пластиковые, заводские, зилотаховские. Также, может, еще что-то успеем сделать. Ну, посмотрим, потому что хотел я заняться потолком, но, к сожалению, нету ДВП у нас, чтобы нам сделать все аккуратненько. Поэтому не будем спешить, лучше потихоньку что-то сделаем. Вот, так что начинаем работать. Ну что ж, соорудили мы здесь порожек. Ну, относительно, вы знаете, близко к оригиналу. Смотрится красивенько. Так что продолжаем. Сюда пока что не знаю, что-то нужно будет мудрить какую-то кастомную вещь. Ну и Леша там копошится сейчас с той стороны. Тоже делаем такой же порожек. Сейчас соберет и покажу вам. Но с этой стороны вот так все выглядит. Здесь вообще удалось просто замутить идеально. Стала заводская вот эта вот штука. Вот так вот будет вам видно. Вообще красота получилась. Вот, сейчас нужно еще сделать вот сюда заглушечки, такие треугольники, некрасиво. И вообще будет классно. Друзья, мы собираемся на выезд. Но как же перед выездом не положить новые коврики, да, в наш Зилотах? Спонсором является Kia Rio. Эти коврики случайно попали ко мне. Вот, но мы возьмем задний комплект. И еще нам нужно сделать резинки на заднюю часть крыльев. Кто помнит, там у нас они отсутствуют, поэтому сейчас мы сделаем, уже вырезали одну, и сейчас сделаем вторую, вам обязательно покажем. Ну и будем выдвигаться, пробовать во всяком случае, если позволит погода. Ну тут вот стремянка, я так понимаю, да, и мы тут не можем. Там и дырки нету, понял? Но надо вырезать чуть-чуть. Вырезать надо ножницы. Подгоняем потихоньку. Казалось, такая простая работа, уже возимся, блин, полчаса. Но с той стороны сделали он, покажите. Ну, смотрится немножко колхозновато. Вот, но функцию будет выполнять, мне кажется. Что еще надо для этого старенького зилка? Это ураловская камера с советского Урала. Будем надеяться, что протянет. Хотя бы минимально какое-то время. Вот эту нижнюю, да? Справа, да, давай. Держишь? Да. Есть. А нижнюю эту? Так давай прикручиваем. Давай. Когда вдвоем, то это делается гораздо легче, блин. Одному это почти нереально сделать. Не наживить, ничего. То есть вот такие работы такого плана, они прям как бы одному вообще печаль. У нас последние болтики, блин, ну, такое себе, конечно, накрутились. Ну, неважно. Все, сейчас мы чуть-чуть подкачаем передние колеса, потому что они у нас подспущены. Вон еще там шланг один попрел. Тоже нужно поменять. И, в принципе, Зилотах уже будет готов к тому, чтобы ехать.
Вот, так что чуть-чуть осталось и стартуем. Всё? Полный хлам, по-моему. Ну, вариантов нет. Возьмем с собой дворник, потому что погода не очень. Ну и, конечно же, Горьковский автозавод будет спонсором этого мероприятия. Опа. Возьмем вот эту кривенькую. Друзья, если у кого есть вот такие дворники, вот, видите? Именно газоновские, они специфические. Готов приобрести. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «Создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационное устройство для уборки по старинке без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Сейчас можно быстро убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом Turbosil. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Turbosil очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос. Со станцией самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский Самочист производит сухую и влажную уборку. Сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационное устройство Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TR2607 на скидку до 1000 рублей. Так, 50 едем. Ну, в милях 40. В общем, спидометр явно у нас не совпадает. Мы немного переживаем, у нас идет дым там из нашего больного места, блин. Особо не погоняешь. Стремненько. Ну и прыгает сильно резина, к сожалению. Просто прыгаешь, блин, как на козле. Возможно, это тоже связано еще с рессорами. Ну, тормоза хорошие. Воняет что-то сильно. Да? Чувствуешь? Нет. Естественно, будет вонять. Что, сильнее воняет? Ну, чувствуешь, воняет, наверное. Дым синий. Это от нас, да? Да. Или нет? Вот нас открывают.
А так воняет? Это, друзья, никак мы не можем, блин, доехать. То. Какой-то синий дым. В общем, непонятная ситуация. Он задымел синим. Говорит, прокладка эта сильная, которая... О, самодельная. разгрузка сработала. И дым синий у нас никогда не было его. Не знаю. Типа горели маслосъемные колпачки. Кольца. Или кольца залегли. Прогазуй. Мне уже неудобно говорить, но мы опять столкнулись с проблемой нехватки тяги. Просто задолбала уже эта вся конструкция. Я не знаю, что ему еще надо. Опять вот насос этот журчит, гудит. И что с этим делать, не знаю. Надо либо насос другой, либо... Мы вот сняли клеммы, одели клеммы. Вроде нормально начинает работать. Ну, посмотрим. Сейчас попробуем замерить разгон. Эти испытания у нас продолжают продолжаться. И будет понятно, едет он вообще, способен он на что-то или нет. Или это проект, который нужно забросить. Сейчас увидим. Очень интересно, что такое 0,60 на нашем Зилотахе. Но у нас есть два варианта. Пониженная в раздатке Зиловском, повышенная в раздатке Зиловской. То есть реально два варианта. Но давайте попробуем. Первый вариант. Секундомер. И в принципе на счет 3. Да, Леша? на счет 3. Раз, два, три. Что-то GPS не ловит. О. Оп! 15 секунд. Слабо. А Но он потому что очень долго не переключался. переключался, да. 15 секунд. Потом как встретил на что-то, он и переключит. Да. Ну, короче, что-то вот подвисает в нем. Что-то в нем подвисает. Ну ладно, сейчас мы попробуем, развернемся еще разок, да? Ну, хотя бы он ехал. Видишь, едет. Потом что-то подумает, блин, Может, ему, перестает ехать. может, ему тяжело было переключиться, поэтому он Не включил просто сразу. на зеле, блин, очкуем застрять. Все нормально. Ну, там страшно. Да тут такие обрывы резкие, ну его нафиг. Ну, красивое поле. Как раз у нас будет, ну, здесь относительно ровная, прямая. Да, да. То есть нормально. Сейчас еще чуть-чуть с горочкой. Нет. Оно и здесь с горочки, и там с горочки. Сначала с горочки, потом в горочку. Ну, давай еще раз, так? У меня GPS, во-первых, не работал. Я не знаю, ну, долго очень. Он не реагировал. Так, ну, давай. Ну, давай. Ты готов? Друзья, вы готовы? Пробуем еще раз. Коробка прогрелась. Раз, два, три. Не едет. Не едет. Все. Конец. Давай сейчас скинем клеммы тогда. Еще разок. Поехали. О. Ну, это не то. Он просто не тянет ни хрена. Вот. 60. 20 секунд. Как ЗИЛ штатный, блин. Это полный бред. Это полный бред, друзья. Не можем мы замерить. Не получается что-то. Надо разбираться все-таки, видимо, с насосами опять. Что-то мутить. Он до 4 больше не разгонял. Да. Ну-ка, снимай ее еще раз. Соедини между собой их.
Одевай. Да не три ты. Не, подожди, а может зажигание включить сейчас? Включил. Ну, чтобы я точно... Ну давай. Всё. Выключил зажигание? Выключил. О, перезагрузились стрелки. Ну так естественно. Ё, сейчас поедем, чуваки. Ну, вот этот звук насоса, он, конечно, смущает. О, чек пропал, Дима. Пробуем. Газ пошел. Очередной старт, пока Зелотах едет. Готов? Сбей. Давай. Раз, два, три. Не, можно уже дальше не мерить. Бля, я не знаю, что ему делать. Ну нифига у нас не получается, друзья. Ну что вот ему делать, блин? Давай на задний проверим, сколько он поедет. А почему он назад едет быстрее, чем вперед? Не знаю, мы, может, перепутали мотор, не в ту сторону поставили. Ой, жуть. Но не тянет он нифига. Это уже доказано. И чек не горит. Но он все равно не тянет. Вот это падает давление у него. Да, да. Давления в рампе нету. И с чем это связано, я не знаю. Чуваки, я не знаю, блин. Дима говорит, что мы относимся к нашему Зелотаху как к Зилу, а нужно к нему относиться как к Шевроле. То есть сделать хорошую диагностику, которой у нас нету. Сделать... что еще нужно сделать? Давление топлива померить. Давление топлива померить. Так оно нету его давления. Я чувствую, это симптомы, нету топлива. То есть это падающее давление вот до нуля. Это 50 на 50. Ну и сделать мы тоже ничего не можем, поэтому выезжаем домой. Что я в гору не могу ехать даже. Еле едем, друзья, еле едем. Ну ладно, пока едем, то хорошо. Возможно, нам придется даже останавливаться, остужать его, типа, чтобы он начал ехать. Ну, возможно. Уже Ну, больше будем- 2000 не будем возует ехать, даже. Пока едем. Ну, да. Ну да. А что нам остается? Опа. Так справа не вижу. Чисто. Вообще не дает даже дальше разгоняться, передачу включать. Вообще не едет. Жалею, этот насос просто давление туда. Наверное. Это, подожди. Не отрезай, не слушай. Так мы на это заденем. Сейчас будем опять мерить давление, бегать вокруг с этими манометрами. И посмотрим.
чем это закончится. Сейчас подключим. Будем смотреть опять давление. Сюда врежем. Может, уже после фильтра? Не. Может, фильтр виноват? Ну, значит, у нас будет четкое давление здесь. Так. Ну что? Сколько? 0! Тут чуть-чуть от нуля отклонилось. 4. А сколько надо? Сколько надо. Одна единица. Его поплохело. Что и требовалось доказать. Что еще обсуждать? Обсуждать покупку дешевых насосов для газели. Нифиг. Надо покупать оригинальную колбу и пробовать вот эту китайскую оригинальную колбу, которая хотя бы, ну, как китайская оригинальная не бывает. Короче, нужно покупать колбу, ставить. Вроде бы таховоды ставят эти колбы, но других вариантов я просто не вижу уже. Так что такие дела. Ладно, закажем, будем ждать и потом будем дальше испытывать. Друзья, наконец-то пришла помпа. В общем, мы продолжаем сражаться с Зелотахом. Как с ним бороться, я уже не знаю, ну, посмотрим. Вот сейчас поставим колбу в сборе. Я специально докупил еще 40 литров бенза. Мы добавим, чтобы у нас было достаточно бензина. И пока удлинять ничего не будем, потому что нам нужно, по идее, вот эту колбу удлинять. Вот, но я не хочу здесь ничего нарушать. Вот, и хочу просто вот так вот поставить и пробовать испытывать наш Зелотах. Она здесь похожа все в оригинале. Ну, прям вообще все четко. Вот, патрон PFP 227. Да, это самый дешевый производитель, но следующий производитель в 2 раза дороже и ждать 2 недели. Поэтому пока что вот будем так поступать. Скупой платит дважды, а скупой блогер трижды. Вот, так что, ну, неважно. Попробуем сейчас перекинуть. Этот заборник оставляем. Вот, а этот будем делать. Давление у нас, естественно, сошло. Но я думаю, манометр давления мы оставим, чтобы нам видеть, что происходит. Закрепим здесь немножко его. Да, опасно здесь немного с ним, но оставим, чтобы мы уже понимали, что да как. Вы знаете, все-таки, наверное, это наша ошибка, то, что мы взяли и выносной насос поставили выше заборника. Плюс у нас достаточно длинная магистраль до заборника. То есть много очень моментов, которые мы, к сожалению, не учли как надо. Вот. Поэтому, возможно, из-за этого насос газелевский, этот оригинальный, не справился со своей задачей. Вот. Возможно. То есть, ну, как бы, грубо говоря, моя ошибка такая. Но не знаю. У кого есть опыт эксплуатации озоновского насоса, дайте знать в комментариях. Интересно, конечно, это все. Так. Нам здесь придется немножко поколдовать с электрикой тоже. Но это не страшно. Здесь у нас все нормуль. Так. Ну, много кто ездит на насосах Патрон. В принципе, ну, может быть, нам повезет, и он будет работать. Установить мы, к сожалению, можем его только в одном положении. Либо вот так, либо вот так.
из-за датчика уровня топлива, друзья. А вообще вот только в обратную сторону, походу, можем. Плохо, но ничего не поделаешь. Придется удлинять здесь шланги, чтобы нам добиться нужной и правильной работы датчика. Неважно, вот так вот заведем. Сейчас сделаем. Это вообще мелочь. Все собрал, друзья. Залил еще бенза. У нас почти тут, блин, ну, достаточно полный бак. Так, все собрал я. Манометр оставил. Хомутики пережал, новые шланги. Все должно работать. Старый заборник закольцевал. Возьму хомутики здесь черненькие, зажму все это аккуратненько. Залил бенза. Ну и чуть попозже попробуем запустить, потому что нету АКБшки. Ее сняли в ЗИЛ утопленник. Вот, поэтому чуть попозже запустимся. Закрепил здесь все шланги. И сейчас будем пробовать первый запуск. Аккумулятор поставил, что не слышно насоса, чуваки. Странное чувство, что он не работает. Но он не работает. Что за фигня? То есть надо было проверить новый насос, да? Но у меня уже, я не знаю. Ладно. Сейчас попробуем, прозвоним. Включился тестером. Ток есть. Разобрал я проводку, нашел причину, почему у нас не работает. Подсоединил напрямую и давление даже создалось. Насос работает. Сейчас нужно только вот сделать, но я не могу вставить пин в заводское место. Вот. Воюю и никак не могу его засунуть туда. Странная ситуация. Вот сейчас буду пытаться, но непонятно, блин. То ли там что-то осталось старое какое-то, вроде ничего нет. Уже там и полазил этой штукой, все достал оттуда. Ну вот. Сейчас попробую. Может быть, вот эти усы подогну немножко крайние на самой маме. И нифига, блин. Странно. Очень странно. Это явно отсюда. О, все. Стало. После того, как подогнул, заскочило. Ну, отлично. Отлично. Как соседи болгаркой пилят, дождя нету. Блин. Только мне нужно сделать дождь. Ладно, как говорили мы в детстве, не сахарные, не растаем. Ну и зилотах. Ну он нашей кровушки попил. А нам дождь нипочем. Нам нужно запустить зила. Нам уж дождь нипочем. Нам скорее бы запустить. Эх, зилок, запустись. Эх, зилок, запустись. Запустись ты, зилок. Ты, зилок, запустись. Ну давай. О. Работает. Работает. Пусть прогревается. Друзья, товарищи, мы выезжаем, попробуем испытать наш новый насос и то, как себя ведет Зилотах вот в условиях этого нового насоса. Вроде бы пока вот изначально, первоначально вроде все хорошо, но я уже боюсь об этом говорить. Сейчас нам покажет все дорога. Вот. Ну, выезжаем. Ой, машина.
машина слева. И я что думаю, что все-таки, ну, он должен поехать. Единственное, немного переживаю, хватит ли нам топлива. Вот, поскольку, ну, вы же понимаете, что эту колбу, я не помню, говорил вам, не говорил, нужно удлинять. Вот, потому что она как бы, ну, до самого низа достает бак. Поэтому я чуть-чуть переживаю. Ну, будем надеяться, что нам хватит. Пока что не будем ничего, ну, газовать, ничего, потому что нужно, чтобы разогрелись у нас мосты, вот, масла, коробка разогрелась, только после этого уже можно будет наваривать. Ну, пока что все нормально. Едем. Здесь у нас недалеко, резина кривенькая. Ну и памятник Зилу, видите, стоит много лет, не убирают его. Все, поехали на нашу локацию. Я добрался, вы знаете, даже попробовал. Зил лупит 90. Я шел, но начали открываться люки наши, они не прикручены. Вот. Начало все так шуметь, ну 90 он пошел вообще легко. 2000 оборотов было на тахометре, и скорость была таховская 120. То есть теоретически, если таховской дать 160, то это уже будет больше 100 на зилке. Но это страшно, друзья, страшно. Но еще, естественно, мы потестим. Хочется еще попробовать. Вот, ну а пока что попробуем, как он будет разгоняться. В эту сторону у нас немножко в горку, к сожалению. Но ничего страшного. Мы попробуем в одну сторону и попробуем в другую сторону. Так, ну что, я здесь поставил специальное приложение. Сейчас посмотрим, как оно схватит наш GPS-сигнал или нет. Сейчас проверим. Вот, потому что у нас здесь и секундомер будет. Все, он видит нас. Отлично. Ну, давайте. Сейчас он нас увидит. 1 км в час возьмем. Погнали! Так, что-то замерили. Но я что-то не увидел. Что-то я не увидел времени. Обычно я тогда делал. Ну ладно, сейчас еще раз попробуем сделать то же самое. На счет 3. 1, 2, 3. На 60 нажмем на паузу. Есть! Ну, 12 секунд получилось. 12 секунд ровно. Вот, то есть, ну, уже более-менее. Но он, что мне не нравится, он очень медленно стартует. Что-то он не может сообразить, что от него хотят. Ну, коробка здесь тугая в плане работы. Она медленная. Она медленная, зараза. Сейчас попробую 3-й раз. Знаете, чуть-чуть с наката. Все равно он медленно. Оп! То же самое, 12, все тех же 12. Все тех же 12. Очень интересно, допустим, понимаете, в чем фишка? Он очень много времени теряет просто на старте из-за того, что автомат, ну, тупит, блин, просто тупит. Вот, потом, когда он уже на оборотах идет, он уже идет, блин, уверенно. Но радует то, что хотя бы Зилотах едет. Он едет, все нормально, давления ему хватает, и этот насос справляется с этими всеми задачами. Он плохо стартует с места, то есть он... Я сейчас попробую включить пониженную,
и мы попробуем стартануть на пониженной до 60. Я не знаю, это, наверное, будет максималка, но надо испытать машину, надо испытать, то есть по-любому. Пониженная у нас включается здесь. Вот, есть. Так. И сейчас попробуем, что он нам покажет. Готовы? Погнали. Не переключился. Не переключился, засранец. Но на спидометре Тахо было 160. Так, вы немножко упали здесь у меня. Ничего страшного. Я думаю, надо попробовать еще разок. Раз, два, три. О, сейчас я хорошо ему переключил. «160» сработал ограничитель. Но мы разогнались за 10 секунд до, по-моему, 55. Что-то такое было. Но на 160 он уже больше, не ехал. Вот, интересно. И сейчас я, знаете, как переключался. Я сбрасывал газ на пределе. Я сбрасывал газ и переключался. Сбрасывал газ и переключался. Но, видите, на пониженный в раздатке ЗИЛ он максимум едет где-то 55. Вот, то есть не разгоняется больше. Поэтому тоже как бы, неправильно это все сравнивать. Вот. Но уже какой-то результат есть. И я вижу примерно с нуля до 60 это 12 секунд. С учетом вот этих вот, да, если бы он был на механике, он бы, конечно, больше показывал результат. Однозначно. То есть это даже не обсуждается, потому что я чувствую, что автомат прям тупит. Потому что это старого образца, старой школы автомат. Вот, и поэтому он так ведет себя. Решил я попробовать чуть по-другому. Буду управлять педалью газа. То есть на предельных оборотах буду скидывать газ и заново, и переключать передачу, короче. Сейчас, может, вы почувствуете. Погнали. Все равно все тех же 12 секунд. Никак не победить эту систему. Все тех же 12 секунд, друзья. Вот как-то так. Ну ладно. Я не думаю, что... Ой, вы упали. Я не думаю, что мы сможем добиться большего результата уже. Быстрее вряд ли он поедет. Вот такие замеры. Так что возвращаемся на базу. Интересно, он едет, конечно, блин. Что я хочу сказать, что этот мотор все-таки, конечно, слабоват для ЗИЛа. Но я прекрасно понимал, что он не для гонок, он не для ускорений. Я эту машину строил для того, чтобы фаново кататься, скажем так, типа на повседневе, но... Что у нас черный дым какой-то с трубы пошел. Из трубы валит конкретно черный дым. Что за хрень? Как будто мы на дизельной машине едем, чуваки. Вообще непонятно. Это новая фишка от ЗИЛа в зеркале, смотрите. Я в шоке. Он типа перестал ехать. Странно. Очень странно.
не совсем могу снять, резина это прыгает. Мне это не нравится, такой черный дым. Бензин у нас 95-й. Вообще непонятно. 50 идем. Ну вот его ускорение. Вот 62, 66, 70, 77, 80. Машина мешает впереди. На таховском спидометре 120. Шпилит он нормально, я вам признаюсь честно. Но немножко вот Hyundai помешал нам. Ой, дым перестал. Впереди деревня. Ну, ладно, сейчас доберемся до базы. Ну и подумаем, что как, посмотрим. Нам здесь чуть-чуть. 10 километров. На маленьких оборотах, в общем, он коптит, дымит, не едет. Дашь газу. Не, все равно он коптит, блин, как. В общем, странно, и мне это очень не нравится. Ну, что я хочу сказать, друзья, да, Зилотах проект очень интересный, но все-таки какие-то моменты не приживается американский двигатель в советский ЗИЛ. Почему-то, не знаю почему, но вот как есть. На обратном пути этот черный дым непонятный, какая-то с холостых он плохо очень развивает обороты. Странно. Но, не знаю, пока что, наверное, мы опять отложим этот проект в какой-то, ну, может, не долгий, но в какой-то ящик. Что хотелось бы еще сказать. Изначально этот проект, он и не строился, да, как, чтобы пятаки крутить. Я думал, что он будет пятаки крутить, но все-таки не хватает ему, не хватает. Вот. Возможно, из-за коробки автомата. Если бы он был на механике, он бы шпилил чуть получше. Ну, мне почему-то так кажется, потому что этот старинный автомат, он тупит, вот, одним словом. Ну, а так, машина интересная, проект сам по себе интересный, но все-таки многие из вас его изначально называли Зилотрах, и, наверное, все-таки это название он оправдывает, к сожалению. Потому что, ну, не получается у нас добиться прям того, чего хотел я от этого проекта. Я хотел, чтобы это был прям комфортный ЗИЛ, классный ЗИЛ, но он все равно остается ЗИЛом. Он прыгает на ямках, он достаточно жесткий. Кстати, тоже над этим можно подумать, может быть, рессор убрать ему немножко. Но пока что я не могу добиться четкой работы его трансмиссии, и поэтому, ну, не хочется делать и остальное. Вот, ну, не лежит душа, как говорится. Но на сегодня это все. Огромное вам спасибо, что были с нами в этой очередной испытательной серии. Ну вот так. Не все проекты идут, знаете, по щелчку пальца. Вот как наш погрузчик, например. Он, да, ну, сделали и кайфуем. Вот. Нету такого. Или та же Volvo вот мы сделали и кайфуем. Ну, вот тут нету такого. Нету почему-то. Вот. Ну, еще раз всем спасибо, что досмотрели до конца. Вам я хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Берегите здоровья и увидимся в следующих сериях. Всем пока.